Пьяные мужчины вслед кричат «Аллах Акбар», «Шахидка», там «Мусульманка», «Чего ты замоталась?». Еще меня спрашивает, у моего мужа есть еще жена, да? На самом деле это не очень приятный вопрос. Ходить в бар или в клуб, вообще об этом не думаю. Это мне непривычно. Моя религия одобряет образование для женщин. Поэтому я училась в университете, преподаю, работаю. Даже наш пророк, его была жена, она занималась бизнесом. Как это возможно? Только дома сидеть, только дети. Получили высшее образование, был вопрос дома. Они сначала меня не хотели отпускать. У меня брат есть старший, он получил высшее образование. Я говорю, почему я хуже него? Мы считаем, что женщина – это подарок от Бога для мужчин, который нужно беречь, потому что, как будто стереотип есть, да? Вы как раб, только дома, никуда не уезжаете, ничего не делаете, не учитесь. В конце концов, они перед Богом за нас отвечать будут. У тебя есть талант, ты можешь учиться и иметь образование, но мы все равно соблюдаем нашу традицию, да, религию. По многоженству это не знаю. То есть, конечно, мне бы не хотелось быть какой-то там второй, третьей женой. То есть, благо есть выбор, много мужчин. На самом деле это не очень приятный вопрос. У нас такое правило есть, но много деталей нужно. Тебе нужно со всеми все точно так же обращаться, все права точно так же. Это в этом мире сейчас, в котором мы сейчас живем, да? Очень сложно. Это правило было тогда, в те времени, когда много войн, поэтому много женщин как осталось просто так. И сейчас всегда наша религия советует одна жена, потому что, вы знаете, в этом мире особенно сейчас очень сложно со всеми точно так же обращаться. Мы не думаем об этом. У нас как очень современные уже, мы как есть жена, все одна. Зачем? У нас сейчас даже никто не согласится, я думаю. Я следую правилам по религии, я не общаюсь с незнакомыми мужчинами, не смотрю в глаза их. Пришла в университет, и преподаватель мужчина, тогда мне так неловко было. Когда люди одни, да, никого нет, не слушают, не видят, совершит грех, но проще. Помощи можно спросить, или вот мы ходим по улице, или у нас что-то спросят, мы можем отвечать. Нельзя оставаться наедине с мужчиной, нельзя заигрывать, флиртовать там, вот как-то разговаривать особенно мягко, там, обниматься, целоваться, вот, и много чего такого нельзя. Когда я окончательно объявила, что вот я мусульманка, буду носить платок, не очень родители отнеслись, как-то было для них это чуждо. Как это возможно? Дома тоже ты так сидишь, с платком? Я говорю, нет, зачем мне дома так сидеть? В основном платок после замужества все женщины носят. Но есть современные семьи, если муж, родители муж разрешает, тогда женщина может не носить платок. Но, наверное, женщины сами хотят, потому что это очень красиво. Мы можем открыть этот платок, или как удобно говорить, даже платье, шорты, все можно, да? Когда у нас кровь не связана. Дедушка, папа, все можно. Перед женщиной можно, перед детям тоже. Я позволяю себе облегающее платье, мне никто не запрещает этого. Дома, конечно, я могу все делать, прическу, например, одежду, не знаю, даже иногда макияж, но могу, потому что надо только для мужа быть красивым, да? Не курим. Где шумных местах не бываем. Представьте себе, там все такие кричат, танцуют, и все открытым видом. Я не хочу, я сама не хочу. Но театр,
кино. «Лебединое озеро» я была, мне очень нравится. Когда именно я в своей дизайнерской тусовке, то я чувствую, что я могу зайти в любой клуб, в любой бар, меня как бы везде знают, везде примут. Вот. То есть тут больше от людей зависит, которые находятся в этом месте. Если я чувствую, что это общие со мной ценности, какие-то люди прогрессивные, которые много где были, которые меня принимают, тогда как бы я спокойно захожу в любое помещение. Ходить в бар или в клуб, вообще об этом не думаю. Это мне непривычно. Увидеть какие-то интересные места, музеи, кинотеатры, театры. Вот мне интересно, чтобы еще рассказать своим детям, своим внукам и все. Пьяный мужчина подошел ко мне и говорит: ой, мой бог, и так начал кланяться. Я говорю: что вы делаете? Но извините, я не знаю, потому что как реакция. Все на меня смотрят, мне было так и стыдно, и как вообще неприятно. Потом он спрашивает и так делает: почему ты это носишь, бла-бла. Потом какая-то женщина подошла ко мне, и я ему говорил: отстань ее, что ты делаешь, это она делает ради религии, так? Тогда у меня еще раз появилась надежда, везде есть очень хорошие люди, и я могу здесь жить дальше. Ну, обычно пьяные мужчины вслед кричат: Аллах Акбар, шахидка, там мусульманка, чего ты замоталась. Мы внешне отличаемся от белорусов и сильно, да, поэтому первое время дети чуть-чуть, как будто вы турок, например, вы черная, мы не хотим с вами. Но первое время только, когда не знали, кто мы, какие мы, да, как только начали больше узнать, сразу очень дружелюбные были. Я всегда участвую в родительских собраниях. Все нормально. Только когда, помните, в метро взорвалась бомба, мне надо было спросить. Первый подошла, она: нет, не хочу, извините. Второй тоже, третий. Я тогда мне было плохо, потому что до этого нормально, я уже привыкла. После теракта в течение месяца на меня не очень хорошо обращали, но меня никто не проверяли. Никто, например, ничего не спросили, поэтому я не знаю, здесь никакой опасности я не вижу.